Всем привет! В этом видео буду тестировать сборку на Xeon 1155 сокета вместе с RX 570 в некоторых играх 2020 года, чтобы узнать, есть ли еще порох в пороховницах у топового процессора 2011 года. Сразу начнем с тестового стенда. Процессором, как поняли из названия, будет E3-1270 первого поколения. Он будет без разгона. Процессор охлаждался кулером от Zalman CNP S7X. Видеокарта RX 570 от вендора Sapphire с объемом видеопамяти на 4 ГБ. Работает также в стоке. Оперативная память от Crucial серии Ballistix Tactical на 12 ГБ. Работала память на частоте в 1333 МГц с таймингами 7-7-7-20. Материнской платой будет Biostar H77S на H-чипсете, поэтому оперативная память не гналась по частоте. Одна из игр, а именно Horizon Zero Dawn, будет установлена на SSD от SmartBuy Ignition 2. Остальные игры на 2 терабайтный HDD диск от Seagate. Питает сборку блок питания от Chieftec APS 750C, соответственно на 550 Вт. Мощность по линии 12 вольт 450 Вт. Итак, приступим к тестам. Все игры запускались в разрешении Full HD. Мониторинг проводился программой MCI Afterburner. Запись производилась программой NDI, чтобы не терять производительность в играх. Ссылки на полные ролики с тестами каждой из игр будут в комментариях под этим видео. Первая игра Horizon Zero Dawn. Были выставлены средние настройки графики. Средний FPS колеблется от 30 до 50 кадров. Spellbreak запускалась на ультра настройках. Во время лута средний FPS составляет 80 кадров, во время замесов 50-60 кадров. Дальше идет Doom Eternal на минимальных настройках графики. С таким пресетом средний FPS колеблется от 90 до 120 кадров, местами были редкие фризы. Mafia Definitive Edition запускалась как на минимальных, так и на максимальных настройках графики. Начнем с тестов с максимальным пресетом. Средний FPS составлял 40 кадров. На минимальных же были комфортные 60-70 кадров. Death Stranding запускалась на высоком пресете графики, выставленного системой. Играть было комфортно, средний FPS составлял 60 кадров. Следующая игра Journey to Savage Planet запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS составляет 70-80 кадров. Bullet Spearmint запускалась на ультравысоких настройках графики. Средний FPS составляет 90 кадров. Ремейк третьей части Обители Зла запускался на высоких настройках графики. Средний FPS составляет 70 кадров. Project Cars 3 запускалась на ультра настройках графики с низкой детализацией теней. На заезде с максимальным количеством участников средний FPS составлял 40 кадров.
Редко происходят просадки до 20 кадров. Какой можно сделать вывод? Если у вас платформа на 1155 сокете и вы хотите играть в AAA игры 2020 года на премиальных настройках графики, то пока есть время проапгрейдиться до недорогого Xeon, пока не упадут цены на Ryzen. Почему пока? Скоро покажут Киберпанк и новый Watch Dogs. И да, я ни в коем случае не рекомендую собирать ПК с нуля на этой платформе. Я рекомендую присмотреться к сборкам на сокетах M4 и 1200. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, напишите, что думаете по этому тесту. Всем пока.